Всем привет, привет! Всем добро пожаловать в мой сегодняшний ролик. В сегодняшнем ролике у нас речь пойдет о противопоказаниях после протезирования. Этот вопрос мне поступил в комментариях, и мне показалось, что это очень интересный вопрос. Итак, вопрос звучал как что можно и что нельзя после протезирования коленного сустава. То, что делать можно, это можно двигаться, можно и нужно делать упражнения, можно и нужно начинать какую-то небольшую активность у себя там дома на кухне. То есть смысл в том, что после операции нужно как можно меньше времени проводить в положении лежа, потому что, как мы помним, кто смотрел мои предыдущие видео, после операции увеличивается риск возникновения тромба в ногах, и поэтому нужно двигаться, сидеть, либо лучше еще ходить, плюс делать упражнения. Да, это то, что можно делать. Итак, то, чего нельзя делать после операции. На сегодняшний день строгих противопоказаний после протезирования коленного сустава нет. То есть ваш врач, скорее всего, вам скажет, что вы можете делать все, что вы хотите. Но я вам сегодня озвучу те пункты, к которым следует относиться с осторожностью. Итак, первый пункт – это становиться на колени. То есть, когда вы хотите стать на колени, не знаю, чтобы там протереть полы, либо там что-то поднять с пола. Раньше это было, кстати, противопоказанием в Канаде, раньше это где-то, наверное, 5-7 лет назад. Вы не могли, это было противопоказание, нельзя было с протезом колена становиться на колени. Сейчас это предостережение, то есть вы можете это делать, но вам обязательно нужно подложить под колени подушку. Ну, маленькую подушку, да. Ну, в общем, наверное, это предостережение, оно логично. Следующее предостережение – это твист в ноге. То есть это такое движение, вот у меня, я сижу, мне неудобно, да, показывать. Вот представьте, что моя рука – это моя нога, и вот это коленный сустав, ну, в разогнутом, если видите, да, и когда вы стоите на ногах, то есть с упором своего тела, да, то есть на ногах, ну, на ногах стоя, иными словами, да. И у вас происходит такое движение закручивания колена. Именно в положении стоя. В положении лежа ничего страшного. В положении стоя. Обычно очень часто такое движение может случиться, если вы, допустим, спускаетесь по лестнице, и вы при этом держитесь, и вас кто-то окликает сзади, то есть вы поворачиваетесь, и у вас поворот, он происходит не за счет движения всего тела и перемещения ног, то есть как могло бы оно быть, если бы вы просто стояли, да, без упора руки. Но когда мы стоим с упором руки, то у вас движение происходит как вот здесь как блок, и получается у вас тело поворачивается за счет движения в колене. Это также движение напоминает, но если вы помните, есть такой танец твист, да, почему движение называется твистовое движение, это когда мы вот так стоим и танцуем, да, вот я там не помню там конкретные движения, но смысл в том, что у вас движение происходит за счет движения в колене. Этого делать не следует, этого делать нельзя. У нас, например, врач это говорит после операции, что этого делать не следует. В положении лежа, кстати, когда нет упора на ноги, ничего страшного, вы можете крутить ногой, да, вот так передвигать ее. В общем, это предостережение относится только если вы стоите на ногах. Следующее предостережение – это приседание. Приседать можно, но не нужно приседать глубоко. То есть если в положении стоя, допустим, приседание, ну вот если... Опять же, предположим, что моя рука – это моя нога, здесь у нас идет сгиб колена, да, вот это 90 градусов в сгибе, то вам можно приседать вот не больше, это точно, меньше, вот меньше, да, то есть меньше 90 градусов. То есть, когда вы приседаете, не знаю, там, чтобы что-то взять сумку, что-то поднять на полу, то это не должен быть глубокий присест до конца, это должен быть небольшой полуприсест. Следующее предостережение – это падение. Падать нежелательно по той причине, что сегодня ставят протезы цементированные,
И когда вы падаете, может быть, если вы упадете один раз и не сильно, то, может быть, ничего страшного не случится. Но если вы упадете несколько раз, и с весом своего тела, у меня было несколько реальных пациентов, которых реоперировали по причине падения. То есть, когда вы падаете, у вас происходит удар, и есть риск того, что кусочек цемента отколется, и там уже, в общем, ничего не сделать, так как это внутри, то это нужно открывать и реоперировать пациента. Поэтому, но здесь тоже, знаете, нужно быть аккуратным, потому что цель-то ведь протезирования увеличить качество вашей жизни, увеличить вашу активность физическую. Поэтому, конечно же, нужно двигаться, нужно заниматься активностью, подобрать себе любимый вид спорта, да, то есть нужно двигаться, но при этом нужно помнить, что не нужно падать. Допустим, если зимой вы ходите, любите гулять, то, может быть, имеет смысл купить такие крампоны на ботинки. В общем, там, если вы знаете, допустим, что вы в какой-то ситуации можете упасть, то будьте, пожалуйста, аккуратнее, падать не следует. И последнее, пятое предостережение, это, может быть, оно не будет относиться ко всем, но тем не менее оно существует, это спорт или любая физическая активность с ударами, с возможными ударами. То есть это футбол, это теннис, это катание на коньках, это катание на горных лыжах. То есть везде, где есть риск того, что что-то приземлится в ваше колено, врач не рекомендует этим заниматься, потому что, опять же, по логической причине, что это может нанести вред вашему протезу. Вот такие 5 предостережений, которые я вам хотела бы посоветовать, чтобы вы были в курсе, относились аккуратнее к своему протезу. А вообще, вы знаете, оставайтесь активными, обязательно занимайтесь любимым видом спорта, любимым видом активности, потому что конечная цель замены коленного сустава — это, конечно же, увеличение качества вашей жизни и увеличение вашей активности повседневной. Я желаю вам прекрасной реабилитации, я желаю вам прекрасного настроения. Если у вас остались вопросы, конечно же, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Всем прекрасного настроения, всем пока, до следующих видео.